25 мая 1720 года. В старый порт Марселя входит торговое судно «Гранд Сен-Антуан». Оно пришло из Сирии с тюками хлопка и рулонами шелка, дорогими тканями, которых ждут местные купцы. Прежде чем попасть в Марсель, капитан зашел в Сиит, в Триполи, на Кипр. Еще по пути, где-то у берегов Ливорно, на борту один за другим ушли 6. Сардинские власти, когда корабль попытался встать в порту Кальяри, один взгляд и закрыли ворота. Не пустили. Но в Марселе пустили. Через 2 дня после швартовки умер еще один человек с борта. Местные медики осмотрели и написали «пищевое отравление». Это объяснение. Оно ведь понятное, не страшное, не требующее карантина и задержки груза. Ткани уже разгружали, грузчики развозили тюки по складам. 20 июня в своем доме на улице Бель-Табль скончалась прачка Мари Даплан. Она стирала белье с Гранд Сен-Антуана. Потом умер Юнга с того же корабля. Потом понесли грузчики, которые работали с хлопком. У всех одинаковые твердые узлы в паху и подмышках. Бубоны. К июлю это уже невозможно было назвать пищевым отравлением. Врачи из Парижа и Монпелье приехали, посмотрели и объявили то, что было понятно с самого начала. 31 июля парламент Экс-Ан-Прованса объявил карантин. Марсельцам запрещено выходить, провансальцам въезжать. Жан-Батиста Шато, владельца судна, арестовали, предъявили обвинение и приговорили к высшей мере. Казнить не успели, он умер в тюрьме до исполнения приговора. От чумы. К концу сентября того же года в Марселе каждый день уходило около 1000 человек. Улицы были завалены вещами умерших. Тюфяки, одеяла, горы тряпья, которые никто не решался убирать голыми руками. Запах разложения выходил из каждого окна. Для уборки тел городские власти задействовали каторжников из арсенала, обещая помилование в обмен на эту работу. Больше половины из них сами не пережили эпидемию. За 28 месяцев Марсель лишился 40 тысяч жителей из примерно 120 тысяч. Это треть города. В октябре 1720-го эпидемия добралась до Экс-Ан-Прованса. К марту следующего года там погибло 18 тысяч. Тулон – 20 тысяч из 26. Арль – 10 тысяч из 23, то есть 43% населения. Меня в этих цифрах поражает не масштаб сам по себе, масштаб понятен. Поражает равномерность. Каждый город, куда добиралась чума, терял треть или почти половину. Не в одном месте, везде. Авиньон попытался отрезать себя физически. Власти возвели в горах Ваклюза каменную стену длиной 27 километров с постами охраны. Стену эту, Мёр-де-ля-Пест, чумную стену, можно найти частично сохранившейся и сегодня. Авиньон отделался относительно небольшими потерями по сравнению с соседями, но окончательно изолировать Прованс не удалось ни одной стеной. Чума ходила через горы вместе с людьми, которые не хотели сидеть взаперти. В апреле 1722 года последняя вспышка, и чума из Прованса ушла навсегда. Марселю понадобилось 50 лет, чтобы население вернулось к прежнему уровню. Остальная Европа смотрела на происходящее с нескрываемым страхом. Англия и Голландия прекратили торговлю с Францией. Швеция приказала сжигать на берегу все товары из средиземноморских портов. Прямо на месте, не разгружая. Пруссия выставила санитарные кордоны. Британский парламент в 1721 году принял закон, по которому нарушение карантинных правил во время чумы каралось смертью, без суда. Это не гипербола, это буква закона. При этом никакого единого европейского механизма не было. Каждая страна действовала сама по себе, исходя из собственного страха. Паника была реальная, а система – лоскутная. Если хотите разбираться в таких историях без приукрашивания и театра, подпишитесь на канал. Здесь именно это – документы, цифры и честный разбор.
Теперь важный сдвиг по времени, потому что марсельская история не начало, она конец. 1708-1711 год. По Европе идет Великая Северная война между Швецией и коалицией государств во главе с Россией. Армии двигаются через Польшу, Литву, Прибалтику. Следом, точно по тому же маршруту, движется чума. Первый ее случай фиксируют в шведском военном госпитале в польском Пинчуве еще в 1702 году. Затем Волынь, Краков, Варшава. В Кракове за 3 года уходит от 12 до 20 тысяч человек. В Варшаве с 1707 по 1710 – 30 тысяч. Познань теряет примерно 9 тысяч из 14, почти 2/3 всех жителей. Армии той эпохи были разрушительны не только сами по себе. Они создавали условия, в которых болезни расходились с удвоенной скоростью. Беженцы, раненые, реквизированные повозки, забитые дороги – идеальная логистика для бактерии Yersinia pestis. Добавьте к этому, что никто в этих армиях не имел ни малейшего представления о том, что именно их убивает, и картина становится полной. В 1710-1711 году в Великом княжестве Литовском заболело около 190 тысяч человек, из которых примерно половина не пережила эпидемию. Данциг потерял значительную часть населения еще в 1709. Чума прошла через Ригу, Ревель, Пернау и двигалась на север вместе с торговыми судами. Осенью 1709 года чума добирается до Кёнигсберга. К этому моменту Восточная Пруссия уже ослаблена. Неурожай, война, тиф. Городские власти долго не называли происходящее чумой официально, хотя бубны на телах были видны без всяких сомнений. Санитарный кордон вокруг города установили с опозданием на несколько месяцев. Когда эпидемия затихла к середине 1710 года, Кёнигсберг не досчитался 9,5 тысяч горожан, больше четверти населения. В некоторых деревнях Восточной Пруссии не осталось вообще никого. 2-3 выживших собирали вещи и уходили, потому что возвращаться было некуда и не к кому. В июне того же года на корабле из эстонского Пернау чума приходит в Стокгольм. Местная медицинская комиссия до 29 августа официально отрицала, что это чума, хотя бубоны у погибших с корабля были видны невооруженным глазом. Из примерно 55 тысяч жителей столицы Швеции погибают около 22 тысяч. В первую очередь женщины и дети в бедных кварталах за пределами старого города. Это, кстати, не совпадение. Состоятельные люди в таких ситуациях уезжали. У них была лошадь, деньги, загородный дом. Кто оставался, тот жил плотнее и платил первым. Теперь момент, который меня зацепил при подготовке. И это уже не про 18 век, а про то, что ученые выяснили совсем недавно. Исследователи извлекли ДНК чумной бактерии из зубной пульпы 5 человек, погибших во время марсельской эпидемии. Сравнили их геном со 150 другими образцами из разных эпох и регионов мира. Результат? Марсельский штамм оказался прямым генетическим потомком черной смерти, той самой пандемии XIV века. Иначе говоря, бактерия никуда из Европы полностью не ушла. Она оставалась где-то в природных резервуарах, в грызунах, в почве и периодически возвращалась. Похожий геном нашли и в останках из шведского захоронения периода Северной войны. Та же делеция в ДНК – признак родства со штаммом, который был в Лондоне еще в 17 веке. При этом аналогичная делеция обнаружена в образце из Чечни того же периода, которая никак с Марселем географически не пересекалась. Вывод осторожный, но показательный. Чума в 18 веке – это не одна цепочка заражений из одного источника, а несколько параллельных вспышек из нескольких независимых резервуаров. Это меняет картину «Корабль привез чуму с Востока». Болезнь сидела значительно ближе, чем все думали. Здесь стоит объяснить один механизм, который не все четко представляют. Бубонная чума не передается от человека к человеку в обычном контакте. Ее переносчик – блоха.
Блоха кусает зараженного грызуна, набирается бактерий, потом кусает человека. В XVIII веке крысы в портовых городах были повсюду, блохи на всех, и никто не понимал связи. Сам возбудитель, бактерия Yersinia pestis, открыт только в 1894 году, когда французский ученый Александр Йерсон выделил его в Гонконге. До этого 3 пандемии, сотни эпидемий и полное непонимание того, что именно убивает. Именно поэтому чумной доктор с птичьим клювом прижигал бубоны и рекомендовал кровопускание. Не потому, что был глупее нас. Просто у него была другая теория – про миазмы, гнилой воздух, и он работал строго в ее рамках. Маска с клювом длиной около 15 сантиметров набивалась смесью трав. Считалось, что воздух, проходя через них, очищается. Теория неверная, но кожаный костюм с ног до головы реально снижал риск укуса блохи. Защита работала по случайной причине. 50 лет после Прованса. Чума в Западной Европе не появляется. Создается ощущение, что она ушла окончательно. Не ушла. 1770 год. Россия ведет войну с Турцией. Чума приходит в прифронтовые районы. Сначала в Молдавию, где зимует часть русской армии. Екатерина II лично пишет московскому генерал-губернатору Салтыкову: «Ставьте карантинные заставы на торговых путях с юга. Пусть все въезжающие сидят 3 недели на изоляции, купцы – 6 недель». Меры ставят. Но в ноябре того же года в Лефортовском госпитале Москвы умирает офицер, привезенный с фронта. От него заражаются 22 человека из персонала. К лету 1771 года Москва в панике. Больные умирают дома, на улицах, в церквях. Люди массово ходят молиться и целовать иконы, что только ускоряет распространение. В пиковые месяцы, с июля по ноябрь, в день уходило больше 1000 человек. По официальной статистике, только с апреля по декабрь 1771 в Москве погибли 56 600 человек. В письме за границу сама Екатерина называла цифру в 100 000. Власть города испарилась. Генерал-губернатор Салтыков уехал из Москвы. За ним гражданский губернатор. Командование принял генерал-поручик Еропкин. У него не было ни нужных полномочий, ни достаточных сил. 26 сентября 1771 года в Москве вспыхнул бунт. Поводом стало решение архиепископа Амвросия запретить молебны у Боголюбской иконы у Варварских ворот Китай-города. Логика была медицинская. Тысячи людей собирались перед иконой, прикасались к ней, передавая заразу друг другу. По городу немедленно пошел слух, что Амвросий хочет присвоить деньги, которые прихожане жертвовали у иконы. Этого оказалось достаточно. Толпа ворвалась сначала в Чудов монастырь в Кремле, потом двинулась к Донскому. Амвросий успел бежать, спрятался за алтарем, но его нашли и расправились с ним прямо у монастырских ворот. В тот же день погрому подверглись чумные больницы и карантины. Народ освобождал больных из-под власти бесов. Около 300 участников были схвачены и преданы суду. 4 организаторов казнили, около 200 наказали кнутом и сослали на каторгу. Тут важно понять, что именно люди воспринимали как угрозу. Карантин в 1771 году означал следующее: вас забирают из дома, везут в незнакомое место, запирают, и половина из тех, кто туда попадал, оттуда не выходила. Медицины, которая реально помогала, не было. Зато изоляция существовала. С точки зрения человека без медицинского образования, карантин и болезнь были одинаково смертельны. Отсюда и бунт, и сожженные больницы. Не просто дикость, а реакция на непонятное и пугающее. Вполне человеческое, если честно. Граф Орлов приехал в Москву 26 сентября, в тот же день, когда беспорядки уже начали утихать. Ему дали диктаторские полномочия, гвардейские подразделения и 100 000 рублей. Он разделил Москву на 27 санитарных округов, в каждом отдельный врач. Ввел правило: вещи умерших сжигать.
Поднял жалование медикам, а каторжникам из похоронных бригад, дожившим до конца работы, обещал свободу. Свой родовой дом в Москве Орлов отдал под больницу. Есть вещь, о которой редко говорят в популярных пересказах. Бунт произошел тогда, когда чума уже начала идти на спад. Пиковые потери, сентябрь, около 21 тысячи человек. Октябрь – 17 тысяч. Декабрь – 800. Именно тогда, по Екатерининской медали, Орлов свирепство язвы пресек. Я здесь вижу аккуратное расхождение между тем, что было на деле, и тем, как это оформили официально. Орлов навел порядок и лично обходил больницы. Это реальная работа. Но эпидемия уходила и сама, осенью, с холодами. Из всего этого кое-что дошло до нас в прикладном виде. Само слово «карантин» от итальянского «карантина» – 40 дней – восходит к венецианской практике XIV столетия. Но именно марсельская катастрофа превратила его из рекомендаций в обязательство с зубами. Британский парламент в 1721 году принял закон, по которому нарушение карантинных правил во время чумы каралось смертью, без суда. Страх перед болезнью оказался настолько велик, что европейские государства были готовы казнить собственных граждан за попытку обойти санитарный кордон. Ни одна война XVIII века не производила такого законодательного эффекта так быстро. В Москве после 1771 года появилось правило, которое нам сейчас кажется само собой разумеющимся. Кладбища выводятся за черту города. До этого людей хоронили прямо при церквях, внутри городской застройки. Именно тогда за пределами Москвы стали отводить участки специально под захоронение. И это стало постоянной нормой. Оттуда же первый московский водопровод. Екатерина распорядилась его построить, понимая, что нечистоты в реке и питьевая вода из той же реки – прямой путь к следующей катастрофе. В 1721 году был опубликован медицинский трактат Жан-Жака Манже с подробным описанием костюма чумного врача. Эта иллюстрация разошлась по Европе и закрепила образ, который мы знаем до сих пор – черный плащ, широкополая шляпа и маска с птичьим клювом. Образ стал настолько устойчивым, что превратился в карнавальную маску и существует по сей день. XVIII век – это последний акт второй пандемии чумы, которая тянулась с XIV века. Марсель в 1722, Москва в 1772 – последние крупные эпидемии в Западной и Центральной Европе. После этого бубонная чума из Европы уходит почти на столетие, а потом возвращается уже из Китая в конце XIX века, как третья пандемия, с другими маршрутами и другими масштабами. Почему она ушла? Здесь честный ответ звучит неудобно. Мы точно не знаем. Карантины стали строже, это факт. Крысы в европейских портах частично сменились с черных на серых, у которых другое поведение и другой контакт с блохами. Это одна из гипотез. Сама бактерия, возможно, немного изменилась. Это то, что пытаются проверить, секвенируя геномы из исторических захоронений. Возможно, сработало все вместе. Однозначного ответа нет, и я бы не торопился с выводом, что точно понятно из хронологии. XVIII век не был эпохой, когда человечество победило чуму. Он был эпохой, когда люди постепенно перестали ее понимать. И именно в момент, когда она ушла из живой памяти, расслабились. Марсель 1720 был возможен именно потому, что предыдущий крупный случай бубонной чумы в Западной Европе, лондонская эпидемия 1665 года, успел уйти из памяти работающих врачей. Городские медики Марселя, которые не опознали болезнь по телам с корабля, не придумывали отговорки. Они просто никогда не видели бубонов. И еще одна деталь. Чума никуда не делась из мира до сих пор. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 21 веке ежегодно фиксируется от нескольких сотен до нескольких тысяч случаев ТЧС, преимущественно в Африке, в Мадагаскаре, в Центральной Азии и в отдельных районах Северной Америки. Смертность при своевременно начатом лечении антибиотиками ТЧСа около 10%. Без лечения
Тэчиса та же почти 100% летальность, что и в XVIII веке. Болезнь не стала слабее, просто люди научились ее лечить. Подписывайся,